Дорогие друзья, подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и от чистого сердца к сердцу каждого из вас направляю свои пожелания и желаю вам здоровья, относитесь к себе хорошо, любите себя и заботьтесь о себе, тогда вы всегда будете здоровы. Желаю вам счастья, живите осознанно и цените каждый миг своей жизни. И помните, что счастье – это процесс. Желаю вам добра, будьте добросердечны и живите с открытым сердцем, тогда добро наполнит ваше сердце, и вы будете всегда энергичны. Будьте здоровы! Как принято в России, любые праздники длятся несколько дней. И это, конечно, очень сильный удар по нашей пищеварительной системе. 31 декабря, 1 января, 2, 3. И мы уже не можем остановиться. Такое бывает. Это нормально. Но здесь нужно просто переключиться вовремя. Как из этого выйти? Я всегда говорю о том, что любые каникулы, любой отпуск должен использоваться с пользой для себя. Потому что многие люди это используют как переключение. Я понимаю, что мы все занятые люди, у нас нет 45 минут в день для себя, чтобы мы занимались физической активностью и так далее. Но каникулы и отпуск именно для того, чтобы мы в перерывах между работой, перерывах между насыщенными буднями как-то восстанавливались, чтобы мы свое здоровье не положили на достижение каких-то успехов. Поэтому новогодние каникулы нужно провести с максимальной пользой для себя. Что делать для того, чтобы выйти из каникул активным и бодрым? Конечно, 31 декабря и 1 января – это праздничное застолье с вытекающими всеми обстоятельствами. Я не говорю о том, что не нужно пить, не нужно есть и так далее. Все можно делать. Но после застолья нужно правильно выйти в нормальное состояние. Для этого 1 января не нужно весь день лежать дома. Лучше поднять себя после обеда, возможно, даже. Выйти на улицу, погулять, поиграть с детьми, поиграть в снежки и как-то активно провести вечер 1 января. И тогда на 2 января вы просыпаетесь более бодрым. 2 января уже нужно переключиться на более привычный образ жизни. Засыпать 2 января лучше всего до 12. Вообще я всем рекомендую и сам также делаю, независимо от того, что я работаю или в отпуске, или каникулы, я просыпаюсь всегда в одно и то же время. И вам рекомендую также поступать. Мы можем активничать, мы можем все правильно делать, но если мы не следим за сном, нарушим свои биологические часы, тогда, когда придет время, когда пойти на работу, мы будем себя чувствовать разбитыми, потому что мы не выспимся. Исходя из своего опыта, новогодний праздник я воспринимаю так. Я провожу первые 12 дней года, как бы я хотел провести 12 месяцев этого года. Например, если я 1 января занимаюсь спортом, я веду в этом году активный образ жизни. Если я 2 января какую-то еще что-то для себя хорошее делаю, я это в основном применяю в течение года. И так далее. Каждый день в течение 12 дней Нового года вы должны что-то сделать для себя, что вас будет заряжать, что вас будет радовать, что вам будет приносить удовольствие и комфорт и счастье. Принято в России, любые праздники длятся несколько дней. И это, конечно, очень сильный удар по нашей пищеварительной системе. 31 декабря, 1 января, 2, 3. И мы уже не можем остановиться. Такое бывает, это нормально. Но здесь нужно просто переключиться вовремя. Как из этого выйти? После любой нагрузки нужна разгрузка. Как можно сделать разгрузку? Пить много горячей воды, градусов 50-60. Убрать из рациона все углеводы.
Один день можно питаться только бульонами куриными с овощами или с зеленью. И можно немного добавлять белого риса. Если такую разгрузку сделаете, вам очень хорошо будет, и вам будет проще переключиться и перейти на обычное питание. Любой праздник связан со спиртными напитками. Тибетская медицина ничего против спиртных напитков не имеет. Но при этом, если мы спиртные напитки начинаем употреблять ежедневно, даже в малых количествах, это очень сильное воздействие оказывает на здоровье нашего организма. Злоупотребление алкогольными напитками в первую очередь приводит к расстройству нервной системы и нарушению сна. Поэтому, когда употребляете спиртные напитки, употребляйте только в праздничный день за праздничным столом, то есть 31 на 1 января. Будьте здоровы!